Робокоп – американская супергеройская франшиза, начало которой положил научно-фантастический боевик режиссера Пола Верховена по сценарию Эдварда Ноймайера «Робокоп» 1987 года. Затем вышел фильм «Робокоп 2» в 1990 году и «Робокоп 3» в 1993 году. Также были выпущены различные телесериалы, комиксы и компьютерные игры. Франшиза собрала более $100 миллионов во всем мире, и четвертая часть, как ремейк, выступающая в качестве перезапуска сюжетной линии под одноименным названием, была выпущена в феврале 2014 года. Робокоп – вымышленный супергерой, главный персонаж серии одноименных фантастических фильмов. Согласно всем версиям, изначально персонаж являлся обычным офицером полиции Детройта по имени Алекс Мёрфи, пока не был убит при исполнении служебных обязанностей. После этого корпорация OCP забрала тело Алекса и создала на базе его центральной нервной системы Робокопа. Длительное время спустя получившийся киборг вспомнил отдельные моменты своего прошлого и вновь стал называть себя Алексом Мёрфи. Однако, несмотря на присутствие в конструкции нервной ткани человека, компания отказывается признавать наличие у киборга сознания и заявляет на него право собственности. Согласно сюжету оригинальной трилогии, Алекс Мёрфи стал единственной удачной реализацией концепции роботизированного полицейского, осуществленной благодаря особенностям психики донора. Другие модели, созданные в рамках программы Робокоп, либо покончили с собой, созданные на основе ЦНС человека, либо оказались недостаточно гибкими при адаптации к окружающей среде. В январе 2021 года компания Good Smile Company в преддверии 35-летия франшизы выпустила фигурку Робокопа. Так как сама фигурка имеет небольшой размер, всего 17 см, то и коробка у него, соответственно, небольшая, выполненная из простейшего покрытого лаком картона в черно-серых тонах самого Робокопа. Сверху и снизу коробки есть только фото фигурки, название линейки Hagan Works и франшиза Робокоп. На лицевой стороне тоже все аскетично. Фото фигурки Робокопа в полный рост, логотип с названием, логотип линейки и указание на то, что это дай-каст фигурка, то есть содержащая металлические элементы. Сзади на коробке изображена фигурка и ее детали. Получилось что-то вроде мини-инструкции по тому, что содержится внутри. Все адреса, предупреждения и сайты собраны на одной из боковых сторон, на второй просто логотип Робокоп. Внутри фигурка и дополнительные детали с подставкой вложены в двойной блистер. В первом сама фигурка и большинство дополнений к ней, во втором подставка и сменные кисти. Весь комплект с коробкой и инструкцией на момент релиза стоил 12 500 йен. За эти деньги, помимо коробки и фигурки, вы получаете дополнительный шлем с повреждениями и 2 сменных подбородка к нему, сменный нагрудник с повреждениями, выполненный из цинкового сплава с креплениями на магнитах, штурмовую винтовку Кобра с сошками к ней, выполненную из пластика, 2 пистолета Auto9 и его уменьшенная версия, также выполненные из пластика. Набор сменных кистей разной степени сомкнутости и 1 кисть с клемной колонкой. В правой ноге у фигурки открывается отсек с кобурой для мини-версии пистолета. Некоторые части у ног, так же как и у грудная пластина, металлические. Сама фигурка имеет множество точек артикуляции, но подвижность ног ограничена в бедрах, а рук в плечах. Также сам корпус малоподвижен, но оно и понятно, он все-таки робот, а не балерина.
Обычная черная пластиковая квадратной формы подставка помимо своей прямой функции является еще и контейнером для хранения доп. Деталей фигурки. Внутри она содержит отсеки, каждый из которых предназначен для определенного дополнительного элемента. Также к ней крепится держатель для кобры. Всем привет, с вами Ларри, вы только что посмотрели распаковку Робокопа от компании Good Smile Company. Если понравилось, не забудь поставить лайк, я расскажу про ее плюсы и минусы, мы переходим к оценке. И вот что я хочу вам сказать. Если линейка Figma от этой компании меня в свое время удивила в хорошем смысле, потому что я вообще не фанат экшн-фигурок, то линейка Hagan & Works удивила меня в плохом смысле. Но давайте, как обычно, все по порядку. Первое. Как оказалось, у винтовки в районе прицела не прокрашены две точки. Да, это всего лишь две точки в районе маленького прицела. Но сама винтовка выглядит как кусок пластика. Они могли бы сделать его хотя бы немного похожим на металл, добавить бликов или чего-то в этом роде. Да, я в курсе, что в фильме она тоже полностью черная. Но тут она даже выглядит плохо пролитой. В общем, мне не нравится. Но я придираюсь, я зажралась, поэтому не слушайте меня. Ползем дальше. Кобура на ноге. Задумка на 5, реализация на слабенькую 3. Открывается этот отсек с горем пополам, готовый в любую минуту сломаться. Выглядит хлипким и ненадежным. Ну, если вы берете крутую идею и пытаетесь запихнуть ее в маленькую фигурку маленького масштаба, но подойдите вы хотя бы к этому по-человечески, а не через одно место. Ну нет, увы. 3. Пистолеты. Все так же черные кусочки пластика. Причем один из них упирается в ногу. И если нога закрыта, то вы его и никогда не увидите. Но второй-то, скорее всего, будет на виду, в руке, а это плохо пролитый Otto-9. Ну, камон, ну можно же было, ну фигмом же как-то умудряетесь сделать хорошо. Предвкушая вопрос, да, у меня есть Figma Робокоп, и там все гораздо лучше. Ну, можно было, например, пластик сделать не таким глянцевым. Но, видимо, лень. Понятно, фигурка какашка. Расходимся. А вот и нет. У меня есть целая пачка положительных моментов. И, конечно же, в первую очередь, это подставка. Но она же просто квадратная. Нет. Вот тут и задумка, и реализация на высшем уровне. И меня сейчас поймут те, кто собирает экшенки. Просто представьте, не нужно где-то в коробке хранить доп. Детальки с записками, от кого вот эти ноги, вот эти руки, вот эта юбка и вот этот пистолет. А? Вот. И я тоже обмазалась. Но на крышке, конечно, могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Все-таки придралась. Ну и давайте в целом о фигурке. У меня положительные эмоции. Сменный нагрудник из металла. Хорошо. На магнитах вообще отлично. Голова хороша. Дополнительные подбородки 2 из 3 хорошо. 3 я не совсем поняла, что это за пародия на Джоли. Зачем эти надутые губы?
Не поняла, где там в ногах металл, но поверь производителю, что он там есть. На ощупь он не опознается. Итого, я немного разочарована исполнением некоторых доп. Деталей, но в полном восторге от подставки. И сама фигурка мне зашла. В совокупности всех плюсов, минусов и цены Робокоп получает от меня медальку ок, норм. Либо стоить должен был дешевле, либо качество исполнения должно было быть чуть-чуть повыше. Рекомендовать могу, наверное, только ярым фанатам персонажа, и франшизы, само собой. Купить его сейчас, на момент выхода ролика, на российских ресурсах вполне можно. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите ему лайк, а также поделитесь им со своими друзьями. Заглядывайте к нам в соцсети, ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые выпуски. А я и дальше постараюсь радовать вас интересными обзорами. Хороших вам фигурок!